Здравствуйте, друзья! В этом обзоре я расскажу про аккумулятор для телефона Xiaomi Redmi Note 3. Я скажу, что я обычно телефоны меняю в среднем раз в году. Однако вот этот телефон Redmi Note 3 Xiaomi исключение, наверное, за много лет. То есть уже прошло более 1,5 лет. А менять его я особенно не хочу, потому что он меня продолжает всем устраивать. Единственное, что меня, конечно, немножко напрягает, это снизившаяся автономность его работы из-за аккумулятора. То есть уже более 500, наверное, циклов заряда-разряда он прошел, а может и больше, иногда пару раз в день его заряжал, так как пользуюсь им довольно активно. Вот. И, собственно говоря, он уже меня по автономности не устраивает. И поэтому я сейчас попробую заменить в нем его аккумулятор. Телефон, я напомню, без задней крышки, моноблок. Сейчас я буду пробовать его разобрать и заменить аккумулятор. Я еще сам не знаю, что из этого выйдет. Этим делом я раньше еще не занимался. Дело для нас новое, неосвоенное. Точно. Не освоено. Аккумулятор я заказал на AliExpress. Ссылочка, конечно, будет под этим видео. Доставили почтой Турции. Никаких проблем с доставкой литий-полимерного, скорее. Ну, все равно литиевого аккумулятора не возникло. И тут даже, видите, в наборе какой-то есть комплект инструментов, который мне поможет. Вот даже, видите, вот такая интересная расческа для лепреконов. Подарю дочке кукол расчесывать, ей понравится. Вот такой интересный, гарантия какая-то, да. И вот, собственно говоря, зачем, интересно, вот этот кулечек, пупырчатый, он пустой, просто положили. Вот такой вот пакет. И я в нем ожидаю увидеть аккумулятор. Вот. Видите, здесь вот, сейчас попаду в кадр, вот такая вот, да, похоже, что это оригинальный аккумулятор Xiaomi. Все как надо. 4,4 вольта, 4000 миллиампер, Mi BM46. Так, здесь есть с краю такой надрыв. Сейчас, господи, надрыв-то есть, но он что-то не сильно его надрывал. Да, вот аккумулятор, как видите, здесь нарисованы две полоски, какие-то их нету. Здесь вот такой вот контакт. Вот такой вот аккумулятор. Сейчас мы его взвесим. Вот у меня есть такие весы. Мечта драг-дилера. Так. И что показывает наш вес? Так, чтобы лампочка не светила. Возьмем крупным планом. 44,5 грамма. Ну что ж, похоже на правду. Я думаю, для литий-полимера такой вес, в общем-то, пока обнадеживает. Так, ну, первым делом, что нужно, это, конечно, выключить телефон. Я какие-то моменты снимать не буду. Буду делать, как говорили в известном фильме, монтаж. Но основные ключевые моменты покажу. И нужно достать вот эту вот лоток для сим-карт. Что он у меня не очень хочет доставаться. Сейчас я попробую найти скрепочку потоньше. И обязательно покажу. Так, вот я взял нормальную скрепочку. Вынимаем лоток с сим-картами. Вот. И теперь наша задача, винтов здесь нету. Наша задача вот этот вот грань корпуса аккуратно отделить от основного экрана. Я не буду делать это быстро, поэтому я снимать, наверное, не буду. Я не торопясь сейчас отделю этот вот заднюю крышку и покажу уже получившийся результат. Знаете, оказалось не так тяжело, как представлялось. При помощи вот этой вот замечательной комплектной присоски и пару, вот, ну конкретно больше вот этой вот лопатки, мне удалось вот эту крышку снять буквально за 2 минуты. Вот у нас здесь есть модуль сканера отпечатков пальцев, но его, наверное, снимать не буду. А аккуратно вот поддену вот этот вот контакт аккумулятора и сниму. Здесь аккумулятор приклеенный. Сейчас я его вот здесь контакт я снял, и сейчас я попробую больше крупным планом взять. Вот как видите.
Аккумулятор на внешний вид точно такой же, BM46. Вообще один в один. Родные братья. Так, сейчас я вот. Видите? И осталось его только отклеить. Ну, я длительные эти процессы скучные снимать не буду. Сейчас я возьмусь аккуратно, отдеру его вон там на липких лентах, насколько я знаю, и покажу опять же результат. Вот, сложность заключается в отклеивании вот аккумулятора, который приклеен на вот эти две полоски. Давайте, кстати, взвесим оригинальный аккумулятор, который я достал. Он чуть-чуть потяжелее, 53 грамма. Ну, еще раз сравним их внешне. Он, кстати, чуть-чуть кажется толще. Ну, внешне они близнецы. Вот этот аккумулятор приклеивать не буду. Вот он отлично устанавливается в гнездо. Вот, подключаем аккуратно контакт. И здесь я отключил модуль сканера отпечатка пальца. В этот контакт тоже надо поставить на место. И будем собирать телефон. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, в какой-то момент я опять упущу. Мне просто неудобно так одновременно и собирать, и снимать. Сейчас я соберу и покажу, что получилось. Ну, наконец телефон собран. Что главное, тут он немножко остался след от присоски. Главное то, что телефон включился. И даже работает сканер отпечатков пальцев. И хочу показать. Так, резкость. Наводись. Вот. С завода, видите, 64% заряда. Вот. Ну и, в принципе, могу сказать, что пока все работает. Вот. И свои впечатления уже по работе этого нового аккумулятора. Вот, показываю старый аккумулятор, да, что это уже телефон с новым аккумулятором. Я скажу несколько позже, думаю, завтра я продолжу этот обзор и скажу вывод по работе нового аккумулятора. Итак, друзья, пришло время закончить мой обзор про замену аккумулятора. Вот, напоминаю, старый аккумулятор. И после 2 суток активного использования я готов делиться впечатлениями от нового аккумулятора. В первую очередь я бы хотел сказать, что использую телефон достаточно активно. Несмотря на то, что в игры я не играюсь, в принципе, музыку особенно не слушаю. Но все равно, всегда, практически никогда не выключаются у меня беспроводные интерфейсы, такие как Wi-Fi, 3G, Bluetooth. Постоянно связь вот с браслетом у меня идет по Bluetooth. Всегда активен GPS. Куча онлайн различных сервисов. Я достаточно много читаю с телефона. В принципе, телефон не жалуется на бездействие. Вот этого аккумулятора, после зарядки, я обычно заряжаю телефон каждую ночь. Снимаю зарядку примерно в 6 часов утра. Если его не заряжать, он полностью разряжался, наверное, где-то часам максимум к 3, может даже раньше. Этот телефон я не заряжал с момента снятия. Я его, опять же, снял в 6 часов утра примерно. Видите, сейчас 18:27. Сейчас посмотрим, что у нас он расскажет про свою деятельность, аккумулятор, статистика использования и время. Вот, дорогие друзья. 12 часов 26 минут от аккумулятора. При этом постоянно имеется сигнал мобильной сети, пару провалов, где я там спускался в подземный переход. Wi-Fi постоянно, видите, практически постоянно активный режим. Очень частая работа экрана. Зарядки за это время не было. То есть сейчас аккумулятор показывает 7%. То есть 12,5 часов. Ну, по сравнению с тем, что было, это практически в 2 раза больше. Соответственно, я доволен этой заменой. Так как сам телефон я менять пока не собираюсь, он меня всем устраивает. Единственная какая была проблема, это аккумулятор. И в принципе вот таким вот достаточно бюджетным способом я вернул, скажем так, жизнь своему телефону, чем я очень доволен. Поэтому я рекомендую данного продавца. Опять же напомню, он кроме аккумулятора предоставляет все необходимые инструменты для его замены. Мне ничего не понадобилось. То, что было в посылке, вот это я использовал для замены аккумулятора. И аккумулятор работает отлично, я доволен. В общем, все, что я хотел про это сказать. Буду рад за ваши комментарии, постараюсь ответить на вопросы, если у вас такие возникнут. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Скоро будет еще много новых интересных обзоров. До свидания.